Приветствую всех любителей земледелия. Почему вместо ровных, красивых плодов на ветках вдруг появляются какие-то странные крючки, раздутые груши или совсем уж истонченные хвостики? Картина, прямо скажем, обидная. Возникает огромный соблазн махнуть на все рукой, мол, семена плохие попались или специфика сорта подвела. Но хорошая новость заключается в том, что в абсолютном большинстве случаев это крайне легко решаемая проблема, которая требует лишь небольшой корректировки ухода. В нашем деле существует одно простое, но золотое правило. Кривой огурец — это не случайность, а сигнал. Растения ведь не умеют говорить вслух, верно? Зато они просто великолепно общаются через свою форму. Просто взглянув на то, как именно искривился плод, можно абсолютно точно прочитать, в чем нуждается куст прямо в данный момент. Это настоящий природный индикатор, который никогда не обманывает. Итак, переходим к делу. Шаг первый — окружающая среда, то есть полив и освещение. Прежде чем хвататься за удобрения, опытный огородник всегда проверяет этот базовый фундамент. Полив — это основа жизни на грядке. Идеальный сценарий подразумевает использование исключительно теплой воды и поддержание равномерной влажности почвы. А вот стрессовый полив — это настоящая катастрофа. Использование холодной воды моментально шокирует и блокирует работу корней. А создание искусственных качелей, когда земля сначала пересыхает до трещин, а затем внезапно заливается до состояния болота, вводит растения в ступор. Результат такого стресса вылезает моментально в виде тех самых деформированных кривых плодов. Свет — еще один критически важный фактор. Если посадки слишком густые, а плети переплелись в эдакие непроходимые джунгли, образуется густая тень. Нехватка света просто ломает процесс формирования плодов, завязи недополучают питания. Выход тут абсолютно очевидный. Необходимо аккуратно прореживать посадки, удалять лишние листья, которые закрывают солнце будущему урожаю, и давать кустам свободно дышать. Шаг второй. Дефицит питания и чтение симптомов. Растение всегда показывает, чего ему не хватает. Требуется лишь уметь правильно расшифровать эти визуальные сигналы. Возьмем, к примеру, дефицит азота. При его нехватке слабеет вообще весь куст целиком. Листья становятся мелкими, бледными, теряя свою насыщенную зелень. Стебель истончается, а сам огурец выглядит так, будто он откровенно голодает. Он становится очень тонким со стороны плодоножки, вытягивается и теряет массу. У растения просто-напросто нет строительного материала для нормального полноценного роста. Что же делать в такой ситуации? Быстро решить проблему поможет питательный травяной настой, комплексное удобрение с преобладанием азота или очень умеренная доза аммиачной селитры. Но здесь кроется важнейшая деталь. Главное не перекормить. Избыток азота неизбежно приведет к тому, что на грядке вырастут гигантские лопухи зеленых листьев, а вот самих огурчиков почти не останется. Во всем нужен строгий баланс. А теперь обсудим, пожалуй, самую частую проблему в период активного плодоношения — нехватку калия. Симптомы тут невероятно характерны, их ни с чем не перепутаешь. Край листа сначала светлеет, а затем начинает подсыхать, образуя такую каемочку. Сам плод при этом заметно раздувается на цветочном конце, оставаясь тонким у плодоножки. Он становится похож на классическую лампочку или грушу. Это верный знак того, что запасы калия в почве полностью истощились. Для эффективного восполнения калия прекрасно подойдет сульфат калия, комплексное удобрение с высоким содержанием этого элемента или старый добрый настой древесной золы. Правда, стоит отметить один интересный факт. Хотя зола — это прекрасное народное средство, действует она значительно медленнее, чем готовые минеральные удобрения. Поэтому при сильном ярко выраженном дефиците лучше отдать предпочтение более быстрым вариантам, чтобы оперативно спасти текущий урожай. Идем дальше. Дефицит бора. Эта ситуация всегда выглядит весьма драматично. Плоды скручиваются в экстремальные крючки, словно пытаясь завязаться в узел, и принимают совершенно неправильные формы с сильными перегибами. Страдают и молодые листочки на самых верхушках. Они деформируются и неестественно скручиваются. Это означает, что растение полностью потеряло свой правильный ритм развития из-за нехватки этого микроэлемента. Как это исправить? Поможет минимальная доза опрыскивания борной кислотой по листу или использование уже готового удобрения с бором. И это блестяще иллюстрирует важность точности в нашем деле. Бор нужен посадкам буквально в микроскопических дозах. Строгое следование инструкции на упаковке здесь жизненно необходимо, так как передозировка крайне губительна и нанесет огромный вред.
И, наконец, шаг третий – алгоритм и точная диагностика. Это наша универсальная шпаргалка, которая объединяет все знания в надежную систему. В этой системе все разложено по полочкам. От визуального симптома, такого как светлый лист или форма груши, осуществляется прямой переход к точной причине, будь то азот или калий. И сразу же дается решение и немедленное действие. Использование такого подхода означает конец догадкам. Определение причины становится абсолютно точным, позволяя давать ровно то, что необходимо растению прямо сейчас. Никакой лишней химии, только точечная помощь. Ключевой момент здесь — соблюдение строгой хронологии. Порядок действий таков. Первое — всегда проверяем свет и воду, налаживаем базу. Второе — внимательно осматриваем листья и плоды. Третье — с помощью нашего алгоритма определяем дефицит. И только четвертым шагом применяем точечную подкормку. Этот план надежно защитит от самой частой ошибки — попытки вслепую накормить куст всем подряд в робкой надежде, что хоть что-то из этого сработает. После того, как точечная помощь оказана, остается самое важное правило — подождать. Буквально несколько дней. Природе нужно время, не стоит подкармливать посадки каждый день. Корневой системе необходимо усвоить питание, и тогда следующая партия завязи обязательно порадует своей ровной, красивой и совершенно здоровой формой. Но что, пора перестать угадывать и начать по-настоящему читать сигналы сада. Применение этой простой системы обязательно принесет быстрые и отличные результаты. Садово-огородные вопросы всегда можно смело оставлять в комментариях. Ни один из них не останется без подробного ответа. А в описании уже собраны ссылки на другие полезные визуальные разборы. Богатого, хрустящего и ровного урожая всем. До новых встреч! Желтые пятна на листьях огурцов — это, знаете ли, не просто какой-то косметический дефект. Это прямо-таки громкий экстренный крик о помощи. Растение уже страдает, и счет идет буквально на часы. Но главная хорошая новость в том, что спасти посадки можно довольно быстро, и для этого нам совершенно не понадобится жесткая токсичная химия. Потому что промедление здесь обходится слишком дорого. Вот эти крошечные желтые пятнышки — это только самое начало. Если махнуть на них рукой, то буквально через пару-тройку дней пораженный лист просто высохнет и превратится в труху. И самое страшное, что болезнь на этом не остановится. Она, как лесной пожар, стремительно перекинется на весь куст, а затем и на соседние растения. Итог — полная потеря урожая, в который мы вложили столько труда. Так что действовать нужно немедленно, при первых же признаках увядания. Вот наш план спасения. Сначала учимся ловить сигнал тревоги и проводим точную диагностику. Дальше разберем эффективные натуральные способы лечения. Затем перейдем к аптечным средствам для тяжелых случаев, и в конце я отвечу на самые частые вопросы, которые всегда возникают на практике. Итак, раздел 1. Сигнал тревоги и диагностика. Учимся читать по листьям. Это, пожалуй, самый ответственный этап. Нужно точно понять, с чем именно мы имеем дело.